Всем привет! Меня зовут Марина, и вы на канале Russian Language Club, канале о русском языке и все, что с ним связано. Давайте в этом видео поговорим о таких словах, как твердый, жесткий и жестокий. Иногда у этих слов похожие значения, но давайте все-таки разберемся, какая между ними разница, в каких ситуациях какие слова будем использовать. Ну что, начинаем. И начнем мы со слова твердый, то есть способный сохранять форму, антоним жидкий или газообразный. Твердое тело, твердое состояние, твердый металл или твердые вещества. Следующее. Тот, который с трудом поддается физическому воздействию, то есть сжатию, нажатию, резанию, сгибанию и прочее. Твердый металл, твердый камень, твердый карандаш, твердая земля, твердая кожа. Да, у некоторых животных бывает такая вот твердая кожа. Твердое покрытие, твердое яблоко, которое прям откусить очень трудно. И в данном случае это указывает на прочность. Иногда положительная характеристика, иногда отрицательная. Следующее. Тот, который установлен и его нельзя изменить. Твердый заработок. Вот у вас твердый, определенный заработок. Твердый курс, например, курс валют. Твердый график. Вы работаете только 5 через 2. 5 дней работаете, 2 дня отдыхаете. Поэтому бывает твердое расписание, например, в школе, в университете. Твердые инструкции, твердые сроки и прочее. Те, которые невозможно изменить. И следующее. Твердый человек, твердый характер, твердый дух. Здесь значение слова указывает на постоянство убеждений, поведения, манеры, взглядов. А если мы говорим твердый взгляд, твердый голос, твердый шаг, твердая походка, твердые действия, это характеризует уверенность, решительность. И здесь же сразу твердая вера. Вера без каких-либо колебаний и сомнений. Мы также можем добавить сюда без каких-либо колебаний, сомнений, твердое мнение, твердый взгляд на какую-то проблему. И есть еще одно значение. Твердая память, твердые знания, твердый ответ. Здесь есть некая уверенность, а также добавляется ясность, безошибочность. Таким образом, у слова «твердый» так много значений и будут разные антонимы. Мягкий, гибкий, непостоянный, изменчивый и другие. В зависимости от значения словосочетания и вообще от всего контекста. Следующее. Жесткий. Такой, который сохраняет форму при надавливании. Жесткий диван. Жесткая кровать, жесткая подушка, жесткий матрас, жесткое сиденье. Вы видите, все это может быть мягким. И вообще-то иногда должно быть мягким. Но может быть и жестким. Следующее. Не гладкий, не мягкий на ощупь. Жесткий мех, жесткая кожа, жесткая ткань или жесткий материал, жесткая бумага. Кстати, жесткие волосы тоже здесь. Следующее. Тот, который трудно разжевать или откусить. Часто о продуктах. И жесткое мясо, жесткая свинина, жесткая баранина, жесткая курица и так далее. Кстати, мне кажется, что гусь, он обычно всегда жесткий. Кстати, я тут вспомнила, что есть жесткий вагон. Это пассажирский вагон поезда не с мягкими сиденьями. То есть это, скорее всего, деревянные сиденья без мягкой обшивки. Следующее. Жесткий человек, жесткий характер. Тот, кто не знает снисхождения, такой суровый, резкий. И сюда же жесткий взгляд,
жесткий подход, жесткая конкуренция, нет никаких послаблений. И следующее. Тот, который не принимает отклонений, отказов и обязателен к исполнению. Жесткий распорядок дня, жесткий график, жесткая система, жесткая дисциплина, жесткие меры, жесткие условия. Как вы видите, разница между твердым и жестким есть. И еще одно слово – жестокий. Тот, который не знает жалости, не проявляет сострадания и снисхождения. Жестокий человек, жестокий диктатор, жестокий закон, жестокие нравы, жестокий век, жестокое время, жестокое обращение и так далее. А еще есть дополнительное значение, тот, который выходит за нормы, за пределы обычного и указывает на очень большую силу проявления. Например, жестокий кашель, когда нет сил, он настолько истощает организм. Жестокая болезнь. Часто, мне кажется, мы говорим жестокие удары судьбы. И сюда же о погоде. Жестокие морозы, жестокий холод, жестокий ветер. В общем, жестокая зима. А теперь давайте посмотрим на контекст. В каком контексте какое слово мы будем использовать. Твердый. Лед – это твердое состояние воды. Для окончания проекта были установлены твердые сроки. Самостоятельно нам их изменить нельзя. Каждый учитель мечтает, чтобы его ученик показал твердые знания. Во время работы не рекомендуют сидеть на жестком стуле. Мясо было жесткое, его невозможно было есть. В последнее время он стал очень жестким человеком, местами даже жестоким. У нас жесткие сроки. Через месяц дедлайн. Не все компании могут выжить в такой жесткой конкуренции. Жестокая болезнь надолго уложила его в постель. В городе пусто, на улице жестокие морозы. Вот и все. Это было видео о словах твердый, жесткий и жестокий. Приведите ваши примеры, напишите ваш контекст с этими словами в комментариях. А сегодня все. Подписывайтесь на канал Russian Language Club. Давайте дружить, общаться в социальных сетях. И пока-пока. До скорой встречи.